Some of the things that I will be talking about come from my background as being in the classroom and in the homes of the families. Определенная информация, которую я буду доносить до вас в этом семинаре, она исходит из моего опыта работы в классе, в школе и также на дому с детьми. And similar to what Bob was just speaking about, the techniques are very similar, the ideas are very similar. Похожие подходы, похожие идеи, которые уже упоминал Боб. And the training that I had also was of applied behavior analysis, ABA. Мое обучение проходило по методике прикладного анализа поведения. And through a program called verbal behavior therapy. По программе вербальное поведение. Again, we had the same concepts of using reinforcement. Опять-таки мы используем те же концепции, да, поощрения поведения. Or those preferred activities to engage the child. Использование игрушек или занятий, предпочитаемых ребенком. Building rapport and pairing with the child and the reinforcements. Построение взаимоотношений, продолжение, удлинение общения, использование поощрителей. And setting the situation in order to maintain some control over the activity. И создание различных ситуаций для того, чтобы поддерживать контроль над ситуацией. So we're going to take a look at what I call therapeutic play. Мы рассмотрим то, что я называю терапевтической игрой. Okay, next slide. Дальше можно слайды. Okay. We know play is the work of children. Мы знаем, что игра – это детская работа. But when you have challenges with language, motor planning, and sensory processing, it can impact that play. Но когда мы знаем, что у ребенка речевые проблемы, проблемы с моторикой, то это, соответственно, влияет и на его способность играть. So it's our job to teach them effective ways to engage with objects and people. Поэтому это наша задача – научить их эффективно взаимодействовать с людьми и игрушками или предметами. And this can expand their language, their fine motor, gross motor, and social skills. И это также расширит тогда их речевые способности, моторику и социальные отношения. So as pairing, we're going to build trust. Мы будем строить доверие между нами и ребенком. It's a partnership. И партнерские отношения. We're going to use reinforcers and reward the child. Мы будем использовать поощрители, вознаграждать ребенка. Sometimes their efforts will be easy, and sometimes the effort will be difficult, but we want to reward them. Иногда усилие, предложенное ребенком, будет небольшим, иногда огромным, и мы по-любому хотим вознаграждать его усилия. And no matter which setting, what kind of setting we're working in, whether we're in the bedroom getting dressed, or we're working on toileting, or we're in the kitchen learning to use our utensils. И независимо от того, что мы делаем, мы находимся в спальне, помогаем ребенку одеваться, мы учим ребенка ходить в туалет, мы на кухне что-то делаем. You have to acquire the mindset of staying one step ahead of the child. Вы постоянно должны иметь у себя в голове, какой будет следующий шаг у меня с ребенком. Вы должны быть на шаг вперед. And think about how will I set the environment for optimal interaction. Как я такую создам окружающую среду, чтобы по максимуму развить взаимодействие? What skills am I teaching? Каким навыкам я пытаюсь учить ребенка? And which reinforcers are going to be used to keep the child engaged? И какие поощрители я буду использовать для того, чтобы держать интерес ребенка? Is that the pairing one? Yep. Okay. So as you saw in a lot of the slides or the videos with Bob, they were pairing. They were interacting together and finding something fun to do to get the child to interact and want to stay in that partnership. Как вы видели во многих видео Боба, в общем-то, то, что там происходило, также можно назвать как построение отношений, да, отождествление с поощрением, когда ребенок и специалист занимаются чем-то совместно для того, чтобы наладить отношения, для того, чтобы иметь хорошее эмоциональное состояние или впечатление о вашем времени, проведенном вместе. Your goal is to get the child to enjoy being with you. Ваша цель – это чтобы ребенок с удовольствием находился рядом с вами.
It could be tickles, bubbles, spinning, Это stacking and щекотка. crashing blocks with a car. Пузыри, кручение, разбивание кубиков, башенок из кубиков машинками. Again, that's where you're going to be doing your investigative work. What does my child like to do? Опять-таки, вы здесь, как детектив, вы пытаетесь понять, распознать, что мой ребенок любит делать. And then you'll want to add in a few small demands. А потом вы можете добавить несколько небольших инструкций или требований. It could be a very easy demand, like clap your hands. Это может быть очень какой-то простой инструкцией, например, похлопай Or touch your nose. или потрогай нос. And you can kind of test to see if the child's going to be resistive or stay with you. И вы таким образом можете как бы проверить, ребенок начнет сопротивляться, или он без проблем при этом все равно будет продолжать с вами взаимодействовать. If the child is hesitant to do what you're asking, in that first moment of hesitation, you can take their hand and do it, have them do it with you. Если вы видите, что ребенок так как бы немножко на распутье, вы в этот же момент сразу можете взять его руки и его руками исполнить задание. And then you can reward that play or that interaction И потом вознаградить этим вашим приятным взаимодействием. with something fun again, with more fun, more laughing, more Еще tickling. больше веселья, еще больше щекотки. Okay, some children are motivated to engage in a new activity. Некоторые дети с удовольствием начинают заниматься какими-то новыми занятиями. And some children don't want you in their space. А некоторые дети совершенно не хотят или не любят переносить ваше присутствие рядом. Sometimes it takes some work to pair with that child that wants to avoid you. И поэтому, соответственно, это труднее наладить, построить отношения с ребенком, который пытается избегать присутствия другого человека. I started at the home with a little girl named Sarai. Я как-то начала работать на дому с одной девочкой по имени Сара. She was 3 years old, Ей было 3 года. and when I came to her home, she did not want any adult in her space. Когда я пришла к ней домой, она совершенно не хотела терпеть присутствие никакого взрослого в ее пространстве. And her space was about an 8-foot radius. И ее пространство было, наверное, радиус такой 2-метровый. I would move and she would move. Если я чуть-чуть двигалась, и она двигалась от меня, And дистанцию she would держала. glance over to see what I was doing. И она так всегда посматривала, что я делаю. So I quickly conferred with the mother as to what were some of the things that Sarai enjoyed. Я тогда начала советоваться с мамой, узнать у нее, что девочке нравилось. I knew it wouldn't work to try to pair with a toy because I couldn't even get in her space with a toy. Я знала, что у меня не получится использовать какую-то игрушку для того, чтобы строить с ней отношения, потому что я знала, что я вообще просто не могу в ее пространство никак войти. So I had to pair with what's referred to as an external reinforcer, which became a food item. Мне пришлось как бы отождествить себя с внешним поощрителем, что это технический термин, внешний поощритель, что в этом случае было едой. One of Sarai's favorite foods was a breakfast cereal that was small pieces. Одно из ее любимых продуктов питания был такой сухой завтрак. So I asked Mom for a small bowl of the cereal. Поэтому я попросила маленькую мисочку с ним. And I went and put a piece of cereal about 8 foot at the edge of her radius. Поэтому я взяла эти хлопья и пошла, одно положила как раз вот там на радиусе расстояния, да, в 2 метрах от нее. And then I moved back and sat in a chair in the living room. Я вернулась и села в кресло. And she kind of watched me. Она за мной следила искоса. And she went over and she took the piece of cereal and ate it. Потом туда пошла, взяла. I knew I had a reinforcer. И тогда я знала, что это действительно у меня поощрительный предмет. So I went over, I put another piece of food, and then I moved away. Я пошла, опять еще один положила кусочек и отошла в сторону. Then I started to establish a little trail across the room. Потом я начала такую тропинку из хлопьев выкладывать через комнату. And then I sat in the chair with one piece in my hand. Потом я села в кресло и на руке положила у себя кусочек. She slowly made her way across the room, eating each piece. Она постепенно приближаясь ко мне через комнату, по кусочку поднимая эти хлопья. She approached and took the one out of my hand, and then and stood there next to me.
Потом она подошла, взяла у меня с руки и продолжала стоять недалеко от меня. So I put another piece in my hand, and as she went to reach, I closed my hand. Потом я положила еще один кусочек, и по мере того, как она начала тянуться, чтобы его взять, я руку сжала. As soon as she touched my hand, I opened it up. И как только она к руке притронулась, я ее открыла. Then I left my hand like that, and she looked at me. Я оставила руку, и она на меня тогда посмотрела. She was wondering why there wasn't another piece in there yet. И она с удивлением была, ну а где? She was talking to me with her eyes, Она as со Bob had мной explained. коммуницировала глазами. So I took her hand and put a piece in her hand. Я взяла ее руку и ей в руку положила кусочек. Then I put a piece on my knee Потом я кусочек себе на коленку положила and another one in my hand. и себе в руку. And we just had this interaction going on where I would put one in her hand, she'd have to open my hand, she'd take one from my И knee. мы начали взаимодействие. Я то ей в руку положу, чтобы она свою руку открыла, то в свою, чтобы она мою открыла, то на коленку. And then from my elbow, from my shoulder. Потом я на локоть, на плечо. And then I held one up Потом and я invited her to подняла. climb into my lap. И чтобы таким образом, пригласив ее, залезть мне на руки. And then we shared the rest of the cereal. И потом мы дальше так продолжали общаться уже с остатками сухого завтрака. I noticed that one of her favorite toys was one of those little, it's like a board with the different doors open up and you push buttons. The puzzle thing? Yeah. В общем, игрушка такая была, там, где что-то One of открывается, those early закрывается. baby Окей. toys. Одна из давнешних, это давно было, какие раньше были игрушки у детей. So with a couple of pieces of cereal left and a 3-year-old in my lap, I could scoop her up and now enter her space where the toys were. И тогда уже с ней на руках, поскольку ей было только 3 годика, и моими остатками вот здесь еще этого сухого завтрака, я перенесла ее в ее пространство, к ее игрушкам. And I opened some of the doors and put the cereal in it and then closed the doors back. Я открыла там вот эти дверцы в этой игрушке, поклала туда еще эти хлопья, закрыла дверцы. So the next time I went to Sarai's house, this engagement went on for a little while. She realized that I was safe, that her circumstances were improving when I was in the room instead of deteriorating. То есть она поняла, что мое присутствие было безопасным, что, в общем-то, ее условия, ее окружающая среда даже наоборот улучшилась, а не стала ей хуже. That maybe this lady could give me things I like. И она поняла, что, может быть, эта женщина, наоборот, может мне дать что-то еще, что мне нравится. So the next time I was at her house, which was about 3 days later, she greeted me at the door and took my hand and led me over to the toy. В следующий раз, когда я пришла к ним домой через 3 дня, она меня поприветствовала в дверях, взяла за руку и повела к ее игрушкам. As a teacher, I just want to give you some different examples. I don't have videos, and I apologize for that. Я, как учитель, просто буду приводить вам разного рода примеры. У меня нет при себе моих старых видео, я извиняюсь за это. But I want to give you examples of how powerful reinforcers preferred items are in working with Я children буду with приводить вам autism. примеры, показывая то, насколько сильными могут быть и насколько важными могут быть использование поощрителей при работе с детьми с аутизмом. I had another child in the classroom. One of his favorite activities that he liked to do was to turn the computer on and off repeatedly. У меня был мальчик в классе, у которого любимым занятием было включение и выключение компьютера, вот так без остановок. And that was not functional for any learning games. Соответственно, это было совершенно не функционально, не обучало его даже никаким компьютерным играм. And so I had to bring in an external reinforcer, which was either food item. He loved popcorn and he loved pretzels. Поэтому мне пришлось внести туда внешний поощритель, да, то есть очень он любил попкорн or what? Pretzels. Или соломку. Popcorn or pretzels. And we taught him the signs for those reinforcers. Мы научили его жестам попкорн и соломка американская у них изогнутая. Because he wasn't verbal Pretzels here yet. are sticks. We had the pretzels that are those heart-shaped. У нас были соломки в форме сердечек, поэтому So we did такой pretzel у нас. in that way. And I brought that, and
The other thing you want to keep in mind, when you're using food for a reinforcer, you don't come out with the full cake. И вы также должны понимать, что если вы используете еду в качестве поощрителя, то вы не приходите к ребенку с целым тортом. Because once the child's full, then that reinforcer is not going to work anymore. Потому что если он сразу весь съест и наестся, то ему уже не будет потребность. So you go for the food items that can be put or come in the tiniest pieces, like raisins or popcorn. То есть вы лучше использовать какие-то продукты, которые можно маленькими порциями подавать. Например, там изюм, печеньки, да, конфетки, которые малюсенькие, да. And so for Aaron, what I had him do was come sit next to the computer and I would have the popcorn, and then I would say, Aaron, turn the computer on, let's play computer. И мы тогда вот с этим мальчиком Аароном, мы приходили к компьютеру, я им с его попкорном, и я ему говорю, Аарон, давай включай компьютер, будем играть. And then he would quickly want to turn it off again. И он, конечно, когда включает, он, соответственно, очень быстро сразу хочет его выключать. And then I'd say, oh, no popcorn, the computer's off. Я скажу, что, тогда попкорна нету, компьютер выключен. Turn the computer on and have a seat. Включай компьютер и садись. Oh, nice sitting, have a piece of popcorn. Молодец, как ты хорошо слушаешь, сидишь, на тебе кусочек попкорна. And so what I wanted to do was to be able to establish enough time for me to put a educational CD into the computer so then we could start learning the computer game. Потому что мне нужно было, это достаточно расширить его способность сидеть для того, чтобы я могла обучающий диск вставить, и мы тогда могли начать чему-то учиться с ним. I believe that once he understood what a computer game was and how much fun that could be, the popcorn didn't need to be the reinforcer anymore. И когда ребенок понял, насколько, оказывается, компьютерные игры веселые, ему уже попкорн был не нужен. So I was pairing myself with the popcorn, the computer, and now a computer game. И таким образом я отождествляла себя или принимала на себя силу поощрителя через попкорн и компьютер. Okay. It took about a week, but then Aaron was able to then sign on to the computer game. We did hand-over-hand typing his name on the keyboard. I didn't need the popcorn anymore, and now we were starting to introduce choices of which computer game did you want to do. Через неделю этот мальчик уже мог зайти сам в компьютер, и мы учились печатать его имя, и потом начали работать над выбором из двух компьютерных игр. And every time he was completing a little portion of the computer game, because there were little short segments like fill in a letter or каждый раз, когда он заканчивал свой сегмент, потому что игры были очень короткие, например, там вставить букву в слово, match the animal, just some simple tasks like that, we would give a lot of social praise. Мы каждый раз его очень социально поощряли, хвалили. Okay, next slide. Whoop. Let's see. That's the one you just did. Okay, go to the next one. Следующий слайд. Because ultimately you want to be able to have the child work for the social praise like we do. Конечно, потому что в конечном итоге вы хотите, чтобы ребенок готов был всегда реагировать на социальную похвалу, так же, как мы все с вами. For instance, if you all give a big applause when I'm done, there's a chance I could come back next year. Потому что если вы сейчас, например, мне все будете громко аплодировать после лекции, то, возможно, я еще раз приеду. I guess I'm in, Bob. One of the statements that I always remember early on in my ABA training was, одно из утверждений, которое я всегда помню из моего раннего обучения по прикладному анализу поведения, any behavior followed by a reinforcer increases the chances of that behavior occurring again in the near future. то, что любое поведение, за которым следует поощритель, то есть поощритель всегда увеличивает вероятность того, что поведение повторится в будущем. Any behavior reinforced will be maintained or increased. Любое поведение, которое поощряется, оно либо будет укреплено, либо увеличится. And Bob gave that example in the candy aisle. Боб рассказывал, да, про конфеты возле кассира. Which way are you going to reinforce? То
You есть, want to reinforce the positive behaviors. Что вы хотите поощрять? Вы хотите всегда поощрять положительное поведение. Okay, next slide. So think of pairing as that master and apprentice kind of relationship. Когда мы говорим о поощрении, представляйте это себе как вот учитель и студент. You're bringing something into this situation for the child to learn, and the child is finding out that, hey, I like hanging out with this person. We do neat things. Вы всегда с собой приносите что-то, что ребенок любит, тогда ребенок начинает понимать, что мне с этим человеком хорошо, он всегда с собой приносит что-то, что мне нравится. And it's got to take place in several situations, everywhere, throughout the day and throughout the community and wherever you and the child might be. И такое должно происходить в разных ситуациях, в разных обстоятельствах. Дома, в магазине или в других местах. Could be singing in the bathroom, eating food in the kitchen. И это может быть, вы поете вместе, когда он в ванной, когда вы кушаете в кухне. Taking a treat on the train if you have to go across the city. Взять с собой какое-то угощение, когда нужно ехать на метро через город. Having fun with bubbles while you're helping them get dressed. Вы играете мыльными пузырями, пока помогаете ребенку одеваться. And there's a million examples of these type of interactions. В общем-то, огромное количество примеров можно привести о идеях взаимодействия. Once you start to establish this pattern with everything that you do with your child, it will get easier. И когда вы установите вот такого рода взаимоотношения, со временем, поскольку вы становитесь более приятными, приемлемыми для ребенка, это становится легче и легче. Okay. Next slide. Okay. Some of the reinforcers or the preferred items that your children might have are going to be a toy, but then how do you take that toy away long enough to do something else? Некоторые поощрители, которые вы будете использовать, могут быть игрушки, да, и тогда каким образом вы можете получить его обратно, да, для того, чтобы иметь время обучения? How do you take that toy away without a meltdown? Как вы заберете назад машинку, да, без того, чтобы ребенок не впал в истерику? And again, that's that external reinforcer. And in this situation, in this example, it was raisins. И опять-таки тогда, соответственно, нужно выбирать, какие поощрители вы будете использовать на начальном этапе. Например, в этом примере был... То есть в этом примере мы объясняем это, когда мы используем изюм. So maybe the child loves a spinning toy and he likes to sit on the floor and just spin, or the example of spinning in the kitchen for Например, Stephen. ребенок, скажем так, любит у вас только юлой крутить, или как мы недавно говорили, мой сын Стивен любил крышки от кастрюль переворачивать и крутить их как юлу. And then you come and you offer the little food item and you take the other item away just briefly. They accept the food item and then you give the other one back, the other item Вы back. можете прийти к ребенку с другого типа поощрителем, например, изюм в этой ситуации. Вы предлагаете ребенку изюм, пока он берет изюм, вы на момент забираете этот предмет и потом обратно ему отдаете. The purpose of this is just to establish in the child's mind that this adult is not just going to ruin my fun and take my good things away from me, but if I hang out long enough, I get to have raisins and my toy. Цель этого упражнения – это чтобы ребенок понял, что когда этот человек ко мне приходит и вдруг забирает мою крышку или мою юлу, это не потому, что он ее заберет и мне не отдаст, а если я вот буду продолжать с ним общаться, то у меня и крышки, и изюм. You want the child to see you as the giver of all things, not the taker. Вы хотите, чтобы ребенок видел вас того, кто дает ему все хорошее, а не тот, который забирает. Okay, next slide. Pairing can take time. Соответственно, как долго отождествление с поощрением может занимать Some will ваше pair время. very quickly. They'll figure it out. Oh, I like this person. Good things are happening in my life. Некоторые дети быстро привязываются, понимают то, что с этим человеком мне хорошо. Let's see. And you have to continue to pair. Their reinforcers will change. И вы должны постоянно искать новые поощрители, поскольку они могут поменяться. And you want them to change. You want them to grow and take on new interests that they И find вы, it соответственно, fun. хотите, чтобы они менялись, потому что вы хотите расширять интересы ребенка. Let's see.
Another thing you can do with reinforcers for language is to put the items up out of reach, so they have to ask you for them. Еще что вы можете сделать с поощрителями, а также что будет способствовать развитию коммуникации у ребенка, это класть их, скажем так, где-то на видном, но недоступном месте. Once they know that you are the giver of all good things, you don't want them to just have easy access to it. You have to make them work a little bit for it. Когда ребенок начинает видеть вас уже как давателя всего хорошего, вы хотите начинать, так сказать, способствовать тому, чтобы им немного больше усилия пришлось прилагать. And then that strengthens their purpose for communication with you. И опять-таки это усиливает их цель или их желание общения с вами. Okay, next slide. Now we're ready to add the teaching component. Теперь мы уже готовы добавить обучающий компонент обучения. But we don't want to lose instructional control as we introduce instructional tasks. Но мы не хотим потерять контроль обучения. Okay, next slide. I think we skipped those. Did we skip that one? Okay. We decided to skip those. Okay. So instructional control is something that you earn. Контроль над обучением — это что-то, что вы должны завоевать. And I don't mean control in any harsh, demanding way. И я не имею в виду, когда говорю контроль, что это что-то такое, что должно быть жесткое и страшное для ребенка. All it means is that you have been paired with reinforcers. Все, что это значит, это то, что вы уже отождествлены у ребенка с поощрением, с приятным, Which gives you the ability then to set the situation and the tasks. что позволяет вам, дает вам возможность уже создать обучающую атмосферу, обучающую ситуацию. Okay, so 7 steps. Show your child you are the one in control of the items he wants to have and hold or play with, and that you will decide when and for how long he can have them. То есть покажите ребенку, что вам принадлежит контроль над всеми вещами, которыми ребенок хочет играть, и что вы решаете, когда и как долго он может иметь доступ к ним. Did you read that? What's that? Read the second one. Okay. Or should we just have them? Yeah. Scroll Next through slide. them? You can just take a look at these. То есть, если мы просто будем их читать, то давайте из-за недостатка времени, should we just skip them unless you're going to make a comment? Yeah, a comment. The child has to trust you. В третьем пункте говорится, что покажите ребенку, что вам можно доверять. And he has to learn that following your directions is beneficial and best for him. И то, что следование вашим заданиям для него, в общем-то, лучше всего и принесет самые лучшие результаты. Start with easy directions and reinforce. Вы можете начать с каких-то простых заданий и всегда поощряйте. Okay, next slide. Be consistent with reinforcement. Будьте постоянны в вашем поощрении. Let's see. In the beginning, you're going to reinforce in some way after each positive response. Когда вы только начинаете обучать ребенка, вы хотите поощрять каждую попытку. As in Bob's example with the balloon, every time the child set eyes or looked towards Bob, he would reinforce by another puff into the balloon. Как в примере Боба, который он приводил с шариком, каждый раз, когда ребенок переводил взгляд на него или на шарик, Боб поощрял его дополнительным вдуванием воздуха в шарик. So begin gradually and add a task. Но постепенно вы можете усложнять задачу. And then you're going to alternate the easy with the hard. А потом вы можете начать ваши задания перемешивать и иногда использовать легкие, которые ребенку легко исполнить, иногда сложные, которые требуют большего усилия. You'll reinforce more frequently for a hard task because but again, break it down into small tasks, but then reinforce more frequently. И опять-таки с трудным заданием, соответственно, когда ребенок делает что-то, что для него тяжело, вы хотите поощрять его попытки как можно чаще. Ну и, соответственно, сложные задания мы иногда должны разбить на более простые для того, чтобы ребенок мог справиться, на более простые шаги, чтобы ребенок мог справиться. Okay, next slide. And show. Следующий next следующий слайд, пожалуйста. And you can just read that.
while I take a sip of water. Покажите ребенку, что если он игнорирует ваши задания, то он и выбирает неприемлемое поведение, то он не получит доступа к желаемому. Okay, I'm going to give you another example of a child that I worked with, little Jacob, who was 3 years old. Я приведу вам пример еще одного ребенка, с которым я работала, которому было 3 года. Jacob was a perfectionist. Он был такой перфекционист. Any indication that something wasn't going right in his mind, he would fling himself on the floor, rip materials, or throw pieces of whatever he was playing with. Если что-то только шло не точно так, как он хотел или как он думал, что должно быть, он бросался на пол, все рвал, бросал. And have about a 20-minute tantrum. И в истерике находился минут 20. Unfortunately, his preferred item was a puzzle that he was not ready to be able to do on his own yet. К сожалению, его главным любимым занятием был пазл, который был, в общем-то, для него слишком сложным для того, чтобы функционально им играть и его закончить. It had about 6 interlocking pieces, which were just too difficult for him to put together successfully and perfectly. Там было 6 кусочков таких взаимно зависимых, но которые почему-то ему было трудно с друг другом соединить и закончить вот так, чтобы было для перфекциониста правильно, да? So he would throw the pieces across the room at any indication he couldn't get that first piece И как together. только у него с первым кусочком что-то не получалось, он все их брал и через комнату кидал. Jacob also, this was in his home, Jacob also liked to be lifted up and you could fly him around the room. Он также любил, это было у него дома, он любил, чтобы его брали на руки и вот так по дому его летали суперменом, да. And I knew instructionally that I needed to be able to make him eventually successful at his preferred item, which was the interlocking puzzle. И я знала, что в конечном итоге мне нужно помочь ему добиться успеха с его любимой игрушкой, с этим пазлом. But I needed to take him back developmentally to the puzzles that he could be successful at. Но мне сначала по его развитию нужно было вернуть его к более простым пазлам. But of course, those weren't the preferred puzzles. Но они ему не нравились. And so I took a puzzle that was a lot easier and put it in a different room. I put it in the living room where he didn't normally do puzzles. Поэтому я взяла другой пазл, который был попроще, и положила его в зале, в комнате, куда он обычно не ходил играть. And the pieces were already out, sitting right next to the puzzle board. И кусочки, значит, уже лежали. Это был пазл такой, который досточка, да, и там вот эти отдельные кусочки. Лежала досточка, и кусочки уже были достаны. So we had been doing another activity, and then I said, Jacob, let's do a puzzle. And I quickly scooped him up before he could go to the other preferred puzzle that he couldn't do. Scooped him up and said, let's go flying. Where's that puzzle? Where's a puzzle? Let's fly. И мы чем-то занимались, и потом я говорю, что Джейкоб, давай пойдем пазл складывать. И я его сразу подхватила до того, как он побежал в ту сторону, где его любимый пазл, который он не может собрать, лежит. Я его взяла на руки и сказала, полетели к пазлу. So we went flying around the house and we flew into the living room, and I'm watching his face to see if his face is going to indicate to me like, I don't want that puzzle. И я, значит, слежу за его лицом, пока мы подлетаем уже в зал к этому другому пазлу, и я, значит, смотрю, будет ли у него выражение, как, ну это же не тот пазл. But in the delight of his flying, he allowed me to fly him right over to the table. I set him down, just standing quickly, and said, puzzle! And I hand over hand stuck a piece with him, quickly scooped him up, and we flew away again. Мы подлетели, значит, к этому пазлу, и поскольку он такое удовольствие получал от летания, что он не успел расстроиться сразу, и я быстренько поставила его на пол, просто стоячи сказала «пазл», взяла его рукой, один кусочек положила в пазл, подхватила обратно, и полетели мы. I didn't allow him any time to protest. То есть я ему не дала времени для протеста. And wanted to keep the level of fun as high as I could. И хотела, чтобы ребенок продолжал испытывать удовольствие. And so we flew in the kitchen, and we worked on language. Where's mom? She's in the kitchen. Мы пока летали, мы работали над языком, также где мама, вот мама на кухне. Let's give mom a kiss. Давай маму поцелуем. And we flew over to mom. Kiss mom on the nose. К маме подлетели, маму поцеловали в Kiss нос. mom on the cheek. Теперь маму поцелуем в щечку.
let's go finish that puzzle, and zoom back into the living Пойдем room. закончим пазл и обратно в зал. And I'm watching his face to see if he's going to protest. Слежу за выражением лица. And I set him down, and he goes to get the next piece. Я сажаю его, и что он делает? Он сам берет следующий кусочек. And I'm ready, right Я here, там рядом сразу готова, если вдруг нужно за него закончить с ним. most to least prompt. If there was any indication that there was going to be a problem getting that piece in, I was ready to help. Я уже готова использовать, да, подсказку от к наибольшей к наименьшей. То есть я жду, но если он делает сам, то я ему позволяю. And so you get the idea. We just continued this activity, me flying him around the house. We engaged in other things Вы along the понимаете way. идею? Мы там пока вот играли, летали, что-то делали по ходу. Very simple, very fun, very light demand. Like we're flying, and I would count 1, 2, 3, go, and then I would say 1, 2, 3, and he would say go. То есть мы пока летаем, мы там какие-то, опять-таки, продолжаем что-то учиться вместе делать. Я говорю, по-английски 1, 2, 3, go. Мы говорим, не знаю, на старт, внимание, марш. Да, то есть потом я говорю, на старт, внимание. Ребенок, соответственно, хочет дальше лететь, поэтому говорит марш. То есть мы обучаем вставлять слова. And bringing in choices for him. Which way do you want to go? Позволяя ему делать выбор, в какую сторону хочешь лететь. And then we completed the puzzle, and then so slowly, gradually, after about 2 weeks' time, I would put a more difficult puzzle, so that we could reach finally the point where he could do 6 pieces of an interlocking puzzle. И в конечном итоге мы закончили этот пазл, и постепенно таким образом мы начали усложнять, использовать более сложные пазлы до того, как он уже был готов к тому, чтобы из 6 кусочков вот этот пазл, который уже кусочки друг с другом связаны, он мог сложить. And we had established trust in our interaction, so that if there was a puzzle piece he was having a little problem with, now I could start to teach him to ask me for help. И мы уже достаточно доверительные выстроили отношения, чтобы когда у него возникала какая-то проблема, он не мог вставить кусочек с пазлом, он мог меня попросить о помощи. So ultimately, I wanted him to be able to engage in his preferred puzzle, the 6-piece То puzzle, есть я хотела, одной из целей моих, чтобы он научился собирать свой любимый пазл and ask for help if he needed help rather than having a meltdown. и просить меня помощи вместо того, чтобы впадать в истерику. Okay, next slide. Okay, we kind of already talked about this. То есть мы как бы уже немножко об этом говорили, да, если у ребенка. Важно, чтобы понимать, что у ребенка есть уже навыки, что он способен закончить задание. Yeah. What is it you want to teach, and how are you going to reinforce? Что вы хотите учить ребенка и каким образом вы будете поощрять его усилия? And that's the question you keep in your mind all day long. И это о Everything you чем want вам your нужно child to думать. do. Что вы хотите научить вашего ребенка делать? Okay, next slide. Okay, 2 types of settings for teaching in. Два типа обучения в прикладном анализе поведения. And Bob discussed this already. I have intensive trial training, which is discrete trials. То есть Боб уже немножко упоминал, да, интенсивное обучение методом проб. And then the natural environment teaching, which is just anywhere else besides working on specific tasks at the table. И натуралистическое обучение или обучение в естественной обстановке. Okay, next slide. When you're working at the table, you want to be able to sit across from the child. Когда вы работаете с ребенком за столиком, вы хотите сидеть перед ребенком. That way you can establish that eye contact. The child can see your face, you can see his. Тогда вы можете устанавливать легко зрительный контакт. You want to know ahead of time what you're going to instruct, so that you're not fumbling around trying to find materials and then the child's off and gone. У вас заранее должен быть план, что вы будете делать, чтобы не оставить ребенка, пока вы там будете думать, а что же мне делать дальше. Ребенок решит заняться чем-то другим. And you're going to use errorless teaching, which we talked about a little yesterday, that most to least prompting. You want the child to be successful. If you have to help, then you help, and then you slowly pull back the amount of help until they're independent. И вы используете систему обучения не
позволяющие ребенку совершить ошибку, то есть когда мы используем подсказки от большей к меньшей, когда мы помогаем ребенку по максимуму для того, чтобы он успешно исполнил задание, и постепенно эту подсказку уменьшаем. Use some sensory toys Вы можете использовать сенсорные игрушки and motor imitation. и моторную имитацию. And just like we did with you yesterday, I said, do this. И так же, как мы вчера с вами делали здесь, да, я вам сказала, все встаньте. Let's do it again. Еще раз Do давайте. this. Я еще, вот так сделайте. Yay. Stand up. Вставайте. Смотри, вы уже с трудом поднимаетесь, товарищи. Wiggle your hips. Любі друзі. Stomp your feet. Да. Ногами постучите. Sit back down. No, maybe they have to stand. Может быть, уже стоя надо. You do the same with the child when working at the table. Give them a little motor imitation task, and then that's your opportunity to let the child get up and move a little bit. Во время, когда вы работаете с детками за столом, то вы также можете использовать подобные задания, потому что и имитации можете учить, и ребенок взбодрится. Okay, next slide. And you want to, let me see, out of this slide, really the key point is you're working on language and motor skills. You're working on engaging the child with you, and you're working on allowing the child to make some choices. На этом слайде главное то, что вы хотите работать над развитием коммуникации и языковым навыком, учите ребенку позволяете ему делать выбор. A nice example was when Bob showed the little guy putting the tape on his arm. Хорошим примером было, когда Боб показывал видео с мальчиком, который хотел вот эти рулоны изоленты на руку одевать. And he was asking the little boy, which color do you want next? Он спрашивал, какой цвет хочешь теперь? And kind of assisted him to put the first roll on, and then the little boy was trying to put them on himself. Первый рулон Бобу пришлось помочь мальчику одеть, второй рулон он уже сумел одеть сам. Good job, Bob. Молодец, Боб. Okay, next, let's see. Next slide. Oh, you can take some data. Вы можете, соответственно, вести учет. Early on, when I first started doing the trials in my classroom with our children, we had clipboards, we had lists of every skill, and it was way too much. I couldn't keep up with it. Когда я только начинала работать, у нас всегда при работе с детьми такой большой талмуд был бумаг, надо было это считать. И это было чересчур много. And as the teacher or as the parent, you pretty much know if a skill is coming along or not. И как учитель или как родитель, вы, в общем-то, даже до какой-то степени интуитивно ощущаете, да, какой навык вот раз быстро идет, дается, а какой навык с трудом. But you still want to write down mastered or still working on it for certain skills in case somebody else wants to come and work with your child. Но вы все еще хотите периодически, да, какой-то учет вести, записывать, какой навык ребенок уже усвоил, над каким навыком вы работаете, если вдруг с вашим ребенком будет заниматься новый человек. Or if you're in a classroom setting where there'll be different adults working with the child, they can take that list of skills that you're working on, that bin of activity items, and go to the table with them and be able to start working. И также, особенно если вы работаете в классной комнате, где есть несколько взрослых, и вы хотите, чтобы у вас был определенный набор материалов, определенный набор заданий, чтобы любой другой человек, взрослый, мог взять и знал, чему вы учите ребенка и что ему нужно делать. Okay, next slide. This is some pictures of what it might look like, and you saw Bob working at the table in his Это videos. картинки, как это может выглядеть. Вы видели также видео, когда Боб работал с ребенком. Okay, next slide. These are some ideas for setting up that area. You want it to be where there's no distractions. Идеи, что вы можете сделать для того, чтобы создать такое место. То есть желательно, чтобы не было слишком много отвлекающих предметов. And child-sized table works good. И маленький столик для ребенка работает обычно хорошо.
Okay, let's see. So while you're at the table, you can be working on receptive language skills of show me where or follow this action. Пока вы за столом, вы можете работать над навыками понимания языка, например, покажи мне где, как сделать это. Just like we were doing, stomp feet, stand up, sit down. Так как мы вот с вами делали, встаньте, помахайте руками, постучите ногами. Throw in the body parts, touch your head, touch your knees, touch your nose. Вы можете обучать частям тела, потрогай коленки, потрогай нос. And then you have a bin of different objects. Touch the sock, touch the spoon, touch the cup. Потом у вас с собой может быть контейнер с разными предметами, например, покажи ложку, покажи носок. You want toys for imitation. Вы хотите, чтобы у вас были в наборе игрушки одинаковые для того, чтобы вы могли учить имитации. Stack the blocks, roll the car. Как постройте башенку из кубиков, покатай машинку. Rock the doll. Покачай куклу. Put the animals in the barn. Посадите животных на ферму. And you need 2 sets so that you can be doing it and the child can be doing it. And that way each Соответственно, of у вас you have the должно быть items. по 2 таких игрушек, потому что вы хотите, чтобы ребенок повторил за вами. Let's see. You can work on some oral motor imitation. Вы также можете работать над имитацией рта. For instance, you're rolling the car and you're saying, I'm rolling the car, I'm rolling the car, car. What do I have? And work on in English. Катая машинку, да, можете говорить, я катаю машинку, мама, машинку, скажи ма. And you might want to throw in how do you say ADL? A self-help skill. Вы также можете в это же время пробовать учить определенным навыкам самопомощи, ухода за собой. Working on eating with a spoon or brushing your hair. Может быть, вы также в это время работаете над обучением ребенка, чтобы он сам ложкой ел или чтобы он волосы сам расчесывал. Or it's getting cold, you want to work on putting on mittens. Или если на улице зима на пороге, вы можете начать обучать ребенка, как одевать варежки. So you're just going to really mix it up. То есть вы хотите перемешивать все эти задания, идеи. Okay. Next slide. Let's see. I think these are somewhere on that one. Next slide. То есть вы сможете эти прочитать, они уже как-то затрагивались. Okay. You want to keep reinforcers in sight, but not within reach, so that the child can ask. Okay. То есть, как мы уже говорили, что поощрители, вы хотите, чтобы они находились на видном месте, но на недоступном, чтобы ребенку нужно было к вам обратиться. Yeah. And don't try to go too far with it, so that the child just loses interest in, doesn't want to work at the table with you. И не делайте время вашего обучения за столиком слишком длинным, для того, чтобы ребенок не начал пытаться избегать. Okay. The next teaching situation is anywhere besides the table. И второй тип обучения – это то, когда вы обучаете не за столом, а в каких-то естественных условиях. And I'm going to talk to you a few minutes about kind of doing a little of both, and that you can start a skill at the table and then you're going to take it into the natural environment. И вы можете использовать как бы одно и другое. Вы можете начать обучение какому-то навыку за столиком, а потом перенести его в естественную обстановку. One of my little guys, Evie, he was 4.5 years old. Один из моих пациентов, Эви, ему было где-то 4,5. He had a lot of language skills, but if the object wasn't present, he couldn't talk about it. У него было достаточно много речевых навыков, но если предметов в присутствии не было, то он не умел о нем говорить. He could look at the picture cards, he could name the sofa, he could name a chair, he could name the stairs. Если ему на картинках показывать, то он мог называть все это: диван, стулья, ступеньки. He could name a spoon, he could name a bowl, he could name the refrigerator. Ложка, миска, холодильник. All these things in a picture card. But if I said, Evie, where's the refrigerator? He couldn't tell me it's in the kitchen. То есть он на картинке все это умел называть, а если бы я его, например, спросила:
Эви, а где холодильник? То он не мог мне ответить, например, что холодильник в кухне. There were stairs in his house, so У них были ступени в доме. let me back up a minute. When using picture cards, you want to start with cards that have meaning to the child, something that they are familiar with that's in their home environment or something that they see. Я хочу вернуться еще быстренько на шаг назад, упомянуть то, что если вы используете карточки для обучения, убедитесь в том, что вы используете карточки, которые несут смысловое значение для ребенка. То есть это должны быть предметы, которые находятся в его в каждодневной жизни. So Присутствуют в его at this каждодневной point жизни. in Evie's language skills, we needed to start talking about things that were out of not presently in where he could see it. На этом этапе развития мальчика мы должны были начинать учить его говорить о предметах, то есть это соответствовало уже его развитию, чтобы он умел говорить о предметах, которые не находятся в поле видимости сейчас. I also knew Evie loved ice cream. И я тоже знала, что он очень любил мороженое. So I took about 6 different cards of things in his house. The couch, the stairway, the refrigerator. Я выбрала 6 карточек предметов, которые были у них дома, такие как диван, ступени, холодильник. I think I threw in the toilet, Я, по-моему, тоже туалета картинку взяла, a spoon, a bowl, ложку, миску. and That was 6. that's 6. Okay. So I said, Evie, let's go find these things. Я сказала, давай пойдем искать вот это. So we started with the couch and we went running into the living room. И мы начали с дивана. And I said, what is this, Evie? And showed him the picture. Пошли в зал, я его спросила, Эви, это что? И показала картинку. And he could say, it's the couch. I said, good, where's the couch here? И я говорила, это что на картинке? Он говорит, диван. Я говорю тогда сразу, а где диван здесь? And then he'd run over and touch the couch and I'd say, what room are we in? И он показывал на диван, тогда я его спрашивала, мы в какой комнате сейчас? He couldn't tell me living room, so I would say living room. What room are we in? Living room. I would give him the answer. То есть он не мог мне ответить, что мы в зале. И я ему говорила, ну мы в зале, в какой комнате? Мы в зале. And then he would repeat living room, and then I'd ask again, where are we? Тогда он повторял в зале, я говорила, Эви, так где мы? To see if he could give me living room again. Чтобы увидеть, поддержал ли он навык, может ли он ответить. Again, that's the most to least prompting. You start with Опять-таки, the most to help them, and then you это когда мы pull it используем away. подсказку от наибольшей к меньшей, то есть мы спрашиваем, даем сразу ответ, а потом в следующий раз, если спрашиваем, то опять-таки ждем, не сразу отвечаем, а даем возможность ребенку ответить. And so we went through the rooms, we found the objects, we got into the kitchen, and I said, Evie, we need a bowl, and I showed him bowl and spoon. What do we need to get? Когда мы дошли до кухни, я говорю, что нам нужна, показала ему картинки, миска и ложка. Где мы их можем взять? And then I had one more card in my pocket, and I pulled it out, and I said, what's this? То у меня еще одна карточка в He кармане said, была, я ice достала cream. и сказала, скажи мне, что вот это? Он говорит, мороженое. I said, where's the ice cream? Я говорю, где мороженое? And he ran and he touched the refrigerator, Он побежал, конечно, к холодильнику, and I showed him the picture of the refrigerator again as a prompt. показала ему картинку холодильника еще раз в качестве подсказки. And so he was able to open the refrigerator, we found the ice cream, and that was his reinforcement for all of that hard work. И тогда мы с ним открыли холодильник, и он, соответственно, за его усилия получил мороженое. Okay, next slide. So when you're working in the natural environment, you can use it to generalize skills. Когда вы работаете с ребенком в естественных условиях, вы используете это для обобщения навыков, которым вы пытаетесь учить ребенка. Maybe you've worked on putting on mittens, and now you're getting ready to go outside to play in the snow, and you're going to put on mittens while in that situation. Может быть, вы учились за столом, как одевать варежки, и сейчас вы идете на улицу, и у вас есть возможность, опять-таки, посмотреть, проверить, насколько ребенок научился, усвоил навык. And you're reinforcing a skill. Maybe in the pictures you can name the dishes, but now you're going to go in the kitchen and find them. И вы, опять-таки, усиливаете навык тем, что, возможно, вы учили название разной посуды на картинках, а теперь вы идете в кухню. And you can build on skills. You can look at the picture of the ball and then ask the child if he can find a ball. И вы можете
также новым навыкам учить. То есть вы спросили на картинке, что это, там это миска, а потом вы говорите, иди найди миску. And it's a good opportunity to practice some social skills. If they have a peer or a sibling at home, they can engage in a little game together. Это также возможность практиковать социальные какие-то навыки. Если у вас есть, у ребенка есть друг или есть брат или сестра, то можно двоих их вовлечь в такую игру. And you can teach a new skill, like Bob was talking earlier with the symbolic play. Вы также можете обучать новым навыкам, как Боб немножко упоминал символическую игру. You ultimately want the child to be able to play with his friends. Вы хотите, ваша конечная цель, это чтобы ребенок научился играть с друзьями. Okay, everybody do this. Do this. Touch your nose. Wiggle your shoulders. All right, we're almost through. Hold on. Почти закончили. I had another little student, and to work at the table with him, he loved to watch the little DVD player. У меня еще один был мальчик. Мы, когда с ним занимались за столом, он в качестве поощрителя любил смотреть мультики на маленьком DVD-плеере. Do they have VeggieTales here? VeggieTales у нас есть? Do you have VeggieTales? Okay. Маша и медведь. Okay. Anyway, he had a video in which there was a line that he always repeated, but he never repeated it appropriately in an appropriate situation. He was a co-ec, and the line was, Farmer Pickles has a new barn. То есть в этом видео там был лев в видео, который говорил вот эту фразу Farmer Pickles, в общем, has a new farm, кто-то там, и barn. И то есть и этот мальчик цитировал потом его, у него была эхолалия. So we're doing a little work at the table, and the DVD is playing the scenario of Farmer Pickles in his barn. I think the barn blows down in the wind, and then the people in the neighborhood and the animals come and help him build a new barn. И вот мы смотрим мультик, там, значит, такая ситуация, что ветер подул, разломал эту ферму, и животные приходят, чтобы помочь. And I knew it would be an appropriate play for him because Evie lived in a rural setting where there were barns and farm animals. И я знала, что для него это будет подходящий мультик, потому что они также жили недалеко от фермы. And I wanted him to learn to say, Farmer Pickles has a new barn, appropriately. И я хотела, чтобы у него возможность была вот эту фразу Farmer Pickle has a new barn сказать к месту. And so we went from the table into the natural environment. We went on the floor, and he already could stack blocks at the table. So I got more blocks out on the floor. Мы тогда уже закончили там, пошли играть вместе на полу в комнате. Я принесла кубики, потому что мы также за столом работали над кубиками. And some of the little toy farm animals. Также маленькие игрушки разных животных домашних. And I said, Evie, let's build Farmer Pickles a barn. И тогда я сказала, давай вот этому фермеру из мультика построим ферму. And so we started to stack the blocks. Мы начали строить из кубиков. And we put some of the animals inside the block structure. Тогда животных поставили в постройку. And then we called Evie's mother into the room. Потом позвали маму в комнату. And I said, Evie, what did we do? Or what do we have? Show mom. Эви, расскажи маме, что мы тут делаем. And he bowed in front and he goes, Farmer Pickles has a new barn. Он поклонился и сказал фразу. He could finally use it in the appropriate setting. Он наконец-то смог свою любимую фразу использовать к месту. And then I accidentally created a windstorm and the barn collapsed. И потом я как бы случайно создала ветер, да, подуло, развалилось все. And I said, Evie, what do you have? И мы опять построили, я говорю, Эви, что у тебя здесь? And he was so proud. Farmer Pickles has a new barn. And it really was working for him. Yes, Farmer Pickles does have a new barn. И он был настолько этим гордым, что он мог опять произнести эту фразу к месту. And I think for him, it gave him the idea that, wait a minute, to say Farmer Pickles has a new barn when I'm in the grocery store with mom doesn't make any sense. И до него наконец-то в какой-то степени дошло, что, ага, вот что это значит. Поэтому, когда я с мамой в гастрономе, эта фраза никакого смысла не имеет. And after that, we didn't hear him say it in an appropriate setting. И после этого он перестал просто ее болтать не к месту.
So these are just some ideas just to get your minds going. Опять-таки, это разные идеи, да, для того, чтобы помочь просто вам начать думать. Okay, next slide. Next slide. Okay, and like Bob was saying, just keep it fun, keep it upbeat, keep it Поддерживайте animated, веселую обстановку, живость, keep it developmentally appropriate. чтобы это соответствовало возрасту ребенка. Allow the child to make some choices. Позволяйте ребенку делать выбор. When we were building the barn, I could say, which block do you want next? Когда мы строили ферму, я могла ему давать выбор, какой ты хочешь кубик. Следующий. We could work on concepts. Do you want the big block, the small block, the long block, the short block? Да, над концепциями разными работать. Большой кубик, маленький кубик, длинный, короткий. Which animal do you want? Какого животного ты хочешь сейчас? Do you want the one that goes oink oink or moo moo? Того, кто говорит хрю-хрю или муму And so on and so on. и так далее. Okay. So do you see the opportunities you have where Может- play is teaching? Видите ли вы, как игра может быть моментом для обучения, And инструментом обучения? And reverse teaching can be play. И с другой стороны, по-другому, если это посмотреть, что обучение также может быть игрой. It's also your job to encourage family members to join in and peers to participate. Мы также, вы как специалисты, вы должны вовлекать, обучать этому семью, и в семье вы хотите также вовлекать друзей, напарников. Go home and explain these strategies to your family members that will be working with the child. Поэтому вы можете идти дальше домой или в вашей клинике и объяснять эти стратегии родителям или другим. They need to understand the value of pairing, of reinforcers. Понимание ценностей, отождествления себя с поощрением, то есть налаживание отношений, To knowing ahead what they're going to teach in that situation, how they're going to reinforce. знание наперед, что вы будете делать, как вы будете использовать ситуацию. And I just lost my train of thought. И я сейчас уже потеряла ход своей мысли. It must be getting near lunchtime. Наверное, пора обедать. The more people that are on board, the more consistency your child will have, Чем the more improvement in their behaviors. Чем больше людей, которые в окружении ребенка понимают методику обучения, тем больше будет постоянства, тем быстрее и эффективнее будет идти обучение. Next slide. Let's see. Yep, and you saw some natural environment with Bob. He had some good Вы видели examples. видео, да, натуралистического обучения с Бобом. Но это не Боб на фотографии, но можно подумать, что он там внизу, да? And I could go on with 100 more examples of how reinforcements can work to your favor, but I know we're all hungry. Я могу еще вам 100 And I need примеров to reinforce привести. my stomach. Но, я думаю, что вы все голодные, и мой желудок тоже нуждается в поощрителе. And I want all of you to be reinforced to come back after lunch. И я надеюсь, что тоже хочу, чтобы вы все еще вернулись после обеда. Okay, one more slide. Последний слайд. I want you to become the chocolate chip cookie in your child's life. Я хочу, чтобы вы стали любимым печеньем в жизни вашего ребенка. Kiss your brain. А теперь поцелуем мозги.